Всем привет на нашем канале для гаражных самоучек в сварке. Сегодня расскажу основную причину, почему происходит зашлаковка и непровар у новичков. Взял такую заготовочку, профильная труба 20 на 40, полторашка. Вот на ней я сейчас объясню, почему происходит зашлаковка и непровар. Вот эти места, где есть зашлаковка и непровар. Знакомо начинающим, я думаю. Почему такое происходит? Самая главная причина несоответствия толщины металла и диаметра электрода. Это самое главное. Ну, естественно, опыт маленький. Вот мне 3 диаметра, 2 миллиметра электродик, 2,5 и 3. Чтобы комфортно сваривать тонкий металл, в данном случае 1,5 миллиметра, здесь нужен электрод 2 миллиметра в идеале. То есть для 2 миллиметровки толщина металла это 1,5-2 миллиметра, сваривать хорошо. Вот 2,5 диаметр, 2-3 миллиметра. Троечка, здесь уже от 3 до 5 миллиметров будет комфортно. Что происходит, когда мы берем электрод диаметром намного больше, чем требовалось? Вот смотрите, тут вот у гаража у меня несколько пачек электродов. Есть такое понятие, как режим сварки. Вот такая 46, 2,5 миллиметра. 60-100 ампер. То есть это диапазоны. От 60 до 100. Вот двоечка 40-80. Вот 3,2, он троечка пусть. 90-130. О чем это говорит? В этих диапазонах этот электрод горит нормально. Дуга имеет хорошее давление и проплавление. Когда мы берем толстый электрод на тонкий металл, как в данном случае получилось, вот я для примера вот этой троечкой варил, вернее 3,2, я сделал ток поменьше, чтобы не прожечь сразу, вот как на этом примере. Ток поменьше, и вот получилась такая картина. То есть давление дуги хватает, чтобы металл проплавить, но не хватает, чтобы согнать шлак. В этом вся проблема. Если прибавлять ток, получается вот такая картина. Быстро прожигает. Но опять же, я рассказываю это для новичков. Опытных все по-другому. Чтобы не было таких вещей, берем электрод 2 миллиметра, ставим оптимальный ток, там у нас было 40-80, но обычно где-то среднее значение, вот я как раз ампер 60 поставил, это будет прям идеально, то есть КПД самое большее, как у двигателя автомобиля, и просто движениями такими вот, без всяких заморочек ввел электрод, хватало энергии проплавить металл, и энергии хватало самой сварочной дуге сдувать шлак подальше. То есть никаких проблем. То есть на каждый металл свою толщину электрода. Опять же повторюсь, для начинающих вот этот момент очень-очень важен.
если берете на тонкий металл толстый электрод, получается зашлаковка, не провар. Просто-напросто давление дуги не хватает, чтобы и сварить, и выдуть шлак из сварочной ванны. Прибавляем, получается прожог. Ну, для примера, чтобы не писали, научись там варить тонкий металл. То же самое я тройкой пробежался вот этот шов. Но это уже, как говорится, когда опыт будет, без отрыва можно и на толстых электродах тонкие металлы сваривать. Ну и, соответственно, тут опыт и определенные движения. Я в следующих роликах буду показывать, как вот такие вещи варить. Тонкие металлы без отрыва толстыми электродами. Так, ну, пожалуй, что хотел сказать. Ничего не забыл. Так что прикидывайте, какие металлы вы будете сваривать. 1,5, 2 миллиметра у себя в гараже, там дома, на даче. Ну и, соответственно, если опыта еще не так много, лучше купить весь набор 2 миллиметра, 2,5 и троечку. И в зависимости от толщины ими варить. Просто будет удобно. Не будет этой проблемы зашлаковки. На сегодня все. Надеюсь, было полезно. Всем пока. До новых встреч.